Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья вас приветствует. И сегодня я покажу самомассаж лица, блок точечный массаж. Этот массаж может выполнить каждый, ни косметолог, ни массажист, в условиях дома или на даче, как я сегодня. Это делается достаточно просто. Точек на лице очень-очень много. И на самом деле попасть в нужную точку непросто тем, кто их не изучает и кто собирается делать массаж дома. Также вы можете приобрести мои видеоуроки, в которых я очень все детально рассказываю про разные техники самомассажа и делать этот самомассаж, не выходя из дома, не посещая кабинета косметолога. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой, оставляйте заявку, покупайте мой видеоурок по самомассажу лица. Итак, точки. Как я и говорила, на лице их достаточно много. Как же найти нужную? Это просто. Просто прорабатываете точки, которые находятся близко друг от друга. Первая линия точек – это зона подбородка. От подбородка, верхний край нижней челюсти. Следующая линия будет под скулой, до козелка, до уха. Следующая линия будет крылья носа, носогубка. Следующая линия будет нижний костный край орбиты. Вы его можете почувствовать. Вот здесь вот есть кость. И нужно будет заходить под край кости. Следующая линия верхний костный край орбиты. Проработка этих точек очень хорошо уменьшает отечность в области глаз. Следующая переносица, линия роста волос и точки за ушами. Итак, поехали. Ставим локти в удобную позицию, чтобы работать собственным весом, чтобы не напрягать руки. Будем работать весом тела, весом головы. Начинаем. Можно это делать костяшками пальцев, это еще удобнее. Можно делать пальчиками. Я выбираю костяшки, потому что это более глубоко и более эффективно. Но если вы только начинаете делать самомассаж, первые две процедуры рекомендую делать пальцами, для того, чтобы на следующий день лицо не болело по точкам. Такое может произойти, как после тренировки, когда болят мышцы. Также после самомассажа лица вы можете на следующий день при умывании, при прикосновении к лицу почувствовать, что некоторые места более болезненные, чем обычно. Итак, начинаем. Смещаю пальчики на миллиметр и прохожу по точкам. В одном месте можно прорабатывать точку от 3 до 5 раз. Вы можете сделать 2-3 шага и потом опять остановиться в определенной точке и надавливать на нее 2-3 раза. Самое главное – погружаться в точку медленно и также медленно выходить. Идем до угла нижней челюсти. Работаю указательным пальцем. Следующие точки под скулой. То же самое. Надавливаю. Можно проработать сначала одну часть лица, потом другую. Можно одновременно. Это сократит время процедуры. Уходим под скулу. Некоторые точки могут быть болезненными. Вы не должны ощущать сильную боль. Боль должна быть терпимая. По шкале из 10 максимум на 6 баллов. Такой массаж рекомендуется делать перед любым другим массажем. Медовым, ручным, массажем гуаша. Также точку можно массировать, то есть останавливаться в точке
медленно погружаться и делать некоторые движения круговые. Можно подготавливать точку, не погружаясь глубоко, делать некоторые вращательные движения и потом в точку погружаться. Следующая линия – крылья носа. Можно делать пальчиками, но здесь я тоже рекомендую прилагать больше усилий в этих точках, и тогда удобнее делать большими пальцами. То же самое показываю, только пальцами. Ухожу под скулу и надавливаю. Старайтесь, когда вы надавливаете, не смещать мышцу, а уходить под углом 90 градусов, погружаясь в точку. Следующий ряд точек – это нижний костный край орбиты. Здесь давление должно быть менее интенсивным, и можно это выполнять указательными пальцами. Старайтесь не задевать глазное яблоко. Можно по линии пройтись несколько раз или зафиксироваться в одной точке несколько раз. Следующий ряд точек, следующая линия – верхний костный край орбиты. Здесь удобно делать большими пальцами. Также погружаясь от спинки носа, от межбровки и такими же медленными шажками иду до внешнего угла глаза. Если вы чувствуете, что при нажатии на какую-то определенную точку вам некомфортно или больно, старайтесь эту точку обойти. Следующая точка находится на пересечении носа, межбровки, то есть где у нас носик заканчивается, можно сказать, начинается. Здесь мы тоже под углом 90 градусов воздействуем на точку. И также медленно выходим. Следующая точка между бровями. Можно делать большим пальцем. Вот она. Но здесь неудобно, мне приходится напрягаться, поэтому я выбираю делать все-таки костяшкой. Нахожу точку, фиксирую и начинаю медленно погружаться. Как вы можете видеть, я достаточно сильно надавливаю на точку, и после этого даже могут оставаться небольшие следы. Но они быстро проходят. Следующая точка за ушами – зона козелка. Это очень важная зона. Надавливаем на козелок, чувствуем углубление и погружаемся в точку. Делаю сейчас я указательным пальцем. На этой точке можно остановиться дольше и поработать с ней около 2-3 минут. Также можно массировать и потом погружаться. Точечный массаж является рефлексотерапией. Он активизирует активные точки. Усиливает расслабление мышц, дает сигнал нашим мышцам, нашим клеткам для того, чтобы они
максимально продуктивно функционировали. Зона за ушами. Ее можно сначала подготовить, помассировать. И потом также точечно пройтись. За ухом есть точка, место углубления. Здесь могут быть болезненные точки в месте прикрепления ушной раковины. Вот такой чебурашка получается у нас, когда мы работаем с этими точками. И следующая линия роста волос. Здесь можно использовать все пальцы. Можно работать костяшками. Такая обреченная поза. Поза Дум. И после такого массажа, как я говорила, можно приступить к любому другому виду массажа. Друзья, оставайтесь с нами, покупайте мой видеоурок по самомассажу лица, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!